Так, еще немного. У меня вот такая притирочная паста, черновой и чистовой составы. Так, нальем немного керосина и посмотрим. Всем привет! Как быстро притереть клапана? Существует много способов, но и один из них я покажу. Он довольно-таки простой. Я менял все направляющие втулки клапанов. Вон виднеются старые. После замены направляющих на новые, как правило, клапан меняет свое положение немного. И клапана надо притирать. В некоторых случаях надо подрезать седла. Для начала можно посмотреть на свет. Вот так светим во впускные и выпускные коллекторы. И вот здесь смотрим. Вот виднеется свет. Это, конечно, не показатель. Если щели есть большие, их сразу будет видно. Бывает, что положение клапана сильно изменяется. И в этом случае один край клапана ложится на седло, а с другой стороны образуется сильная щель. В этом случае притереть клапан очень сложно, бывает практически невозможно. Лучше прирезать седла, чтобы угол был правильный. Я возил головку к специалистам, они мне подрезали седла, ну немножко так притерли, абы как. И вот сейчас я буду притирать более основательно. Для притирки клапанов понадобится вот такой сосок от автомобильного колеса. Продаются в любой шиномонтажке. Вставляем в дрель или шуруповерт. Вот эту часть можно подточить, сделать более плоской. Допустим, на наждачной бумаге. Вот уже установлен в дрель. Я уже притирал. Также понадобится пружина, любая, с подходящим диаметром. У меня пружины не было, я нашел проволоку столистую и сделал пружину сам. Намотал на железку, получилась пружина. Ставим пружину на клапан. Все, будем вращать дрелью и вот так временами прижимать. Желательно, чтобы паста не попадала на стержень клапана, иначе паста попадет в направляющую и будет там вырабатывать. Намазал клапан, вставляем. Можно притирать. У меня вот такая притирочная паста, черновой и чистовой составы. Похоже, что при притирке крупные частицы измельчаются.
Тоненькая полоска. Потом, когда двигатель поработает, это место оно немножко будет пошире. Сейчас оно буквально миллиметр. Так, еще немного. Матовая такая полоска. Так, нальем немного керосина и посмотрим. Это такая грубая проверка, неточная. Кто ремонтирует двигатели, тот сильно не заморачивается. Вот кто ГБЦ ремонтирует, делает капремонт двигателя, они вот так проверяют. Если керосин стоит, все, они уже собирают двигатель. Главное, чтобы седла были прирезаны, клапана притерты, и потом они сами встанут на место, буквально через там определенное количество километров. Главное, чтобы не было раковин и чтобы стояли ровно. Так, ну что, керосин не уходит. Это я тут немного пролил. Вот прям по этому уровню стоит. Это уже хорошо. Хоть и грубо, но это говорит о том, что уже клапана более-менее притертые. Вот 6 клапанов притер. Налил керосин. Вроде все стоит. Но это предварительно. Потом это тоже притру, проверю. Все соберу и залью со стороны выпускного и впускного коллектора. Ну вот так, в общем. Пишите комментарии, ставьте лайк, если видео было полезным. Всем пока. В общем, такой метод тоже работает.